Привет, троечки. Вы у меня полуношники, поэтому с вами я посижу перед сном подольше. Расклад у вас путь ведьмы у тебя или хранителя, да? К какой стороне силы тебя душа тянет? И прежде чем начать, сразу скажу, да, приходите в проживание арканов, потому что скоро оно станет в 2 раза дороже. Те, кто успели подписаться, у них то же самое останется. Но это так, может даже закрою я доступ. То есть кто успеет, тот успеет. Но это смотрите сами. Как работают расклады? Вот этот расклад, он второй для третьего варианта. Поэтому сегодня вы загадываете на завтра, какой вариант у вас будет. Завтра 2 расклада, и выбираете вы однерочка, двоечка или троечка на 2 расклада. Например, в первом раскладе я буду там двоечка, а во втором раскладе я буду там троечка. И, как говорится, Вселенушка захочет, такой у вас расклад и будет. Будет то, что вы, как сказать, готовы будете услышать. Но это если у вас, с учетом того, что у вас, как говорится, интуиция хорошо работает. Если интуиция плохо работает, то всегда есть сигнификация, да? Это у нас первый вопрос. То есть, что такое сигнификация? Это вот я вам говорю о вас, да? Ну, по теме расклада, конечно. И если резонирует, значит, расклад ваш. Ну, еще можно по камешкам выбирать, но мне кажется, я уже все камешки спутал, перепутал и так далее. Ну, смотрите сами, как вам удобно. Итак, путь ведьмы или хранителя. Давайте начнем. Итак, троечки. Ну, тут понятно, да? Первое, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, вопроса 3, чтобы я не забыл вопросы и, как говорится, в дебри не ушел. Первый вопрос: к чему тебя тянет сильнее всего? К свету или к тьме? А тут трактовать не нужно. Тебя прям тянет в тень. Но это, знаешь, это прямо сейчас, вот в этот период жизни. Тебя притягивает темная сторона силы. Но это не про зло, нет. Знаешь, зло и добро — это эфемерное что-то такое. Понимаешь, потому что для одного зло, для другого добро, что для другого добро, то для другого зло, и тут вообще про другое. Вот я объясню. Так как у нас как сигнификация, да, то ты вот что-то пережила, что-то потеряла. Не обязательно человека, хотя и человека может быть, но это, скорее всего, потеря иллюзий. Веры во что-то, да, доверие потеряла. Надежда вот на, как сказать, вот на определенный сценарий жизни, она умерла. И вот это закончилось и оставило у тебя дыру. И вот эта дыра, она сейчас твой путь формирует. Ты не хочешь быть больше мягкой, ты не хочешь быть булочкой, ты не хочешь быть внучечкой деда. Хотя внучечкой деда ты хочешь быть, но ремня получай, но ремня получай. То есть вот для других людей ты вот, как говорится, подставь вторую щеку, говорят же, да? Вот ты как раз не хочешь подставлять вторую щеку, потому что по первой ты получила. Ты не хочешь прощать, не хочешь забывать. И тянет к силе, которая тебя защищает, к жестким границам. Вот знаешь, вот давай, вот как вот я заговорился, я объясню. Расклады у меня идут вот картинками, да? И вот ты там сейчас как злая соседка по огороду, да, которая матом кроет всех, кто попытается ее яблоки украсть. Хотя до этого это женщина, да, то есть ты, как говорится, заходите ко мне все, у меня яблок много.
Вот примерно вот так. Тебя сейчас тянет вот к этим жестким границам. К умению сказать «нет» и вообще не объяснять почему. И сейчас, как сказать, на тебя напал контроль. Вот я объясню. Ты хочешь контролировать, не тебя, а ты. Прям все хочешь контролировать. Там любые ситуации жизненные, людей, особенно свои эмоции. Ты хочешь стать настолько сильной, чтобы любой паразит боялся тебя задеть. Не просто не смог, а боялся. И хочешь построить внутри себя вот эту крепость и сидеть там в безопасности. Но это и есть вот этот путь ведьмы. Не та, которая в сказках зелья варит, да, там вот этих всех, а та, которая работает с болью. Вот берет свои раны и превращает их в броню, трехслойную бронебойную. Учишься сейчас на своих потерях. Становишься вот острой, точной, опасной, я бы сказал, для тех, кто хочет, конечно, тебе зла. Что на практике происходит? Знаешь, ты стала жестче в последнее время. Меньше терпишь ерунду от людей. Я мало того хочу сказать, вот меня даже отталкивает. Вот я по-другому объясню. То есть, вот как сказать, вот то, что ты запиперилась уже от людей, не знаю, как сказать литературными словами. Ну, тебя все за этот самое, понимаешь, да? Достали тебя все. Ты вообще, вот, как сказать, все тебе кажутся медлительными, тупыми, и ты начинаешь рвать контакты, которые тебя напрягают. Например, там, ну, образно говоря, да, с подругой пошла куда-то, она тормозит. Ты ее, как говорится, трехслойным покрыла. То есть ты сейчас говоришь то, что думаешь, даже если это людям неудобно. И у тебя сейчас, знаешь, как, блин, ты у меня вот к вкусам вертишься, вот как сказать-то это все. Ты бы сейчас взяла лопату, и кто под тебя не подходит, этой бы лопатой щелбаны раздавала. Вот примерно так. Понимаешь? И это все признаки того, что тебя тень зовет. И ты к ней идешь не потому, что ты плохая. Нет, ни в коем случае ты не плохая. А потому, что ты за это там устала для всех хорошей быть. Устала шансы давать. Устала верить в лучшее в людях. А потом за это, как говорится, по лицу получать. Хоть образно, хоть физически, без разницы. Тебе вот хочется власти над своей жизнью. Вот как сказать, вот полный и абсолютный. Хочется, чтобы все шло так, как ты решила, чтобы никакие сюрпризы твои планы не ломали. То есть в своей жизни, нет, я бы не сказал в жизни, вот знаешь как, чтобы ты была главной не в своей жизни, а в своем мире, в своей истории, в своей сказке, неважно, а не персонажем в чужих сценариях. То есть люди, которые главный персонаж, да, и у них все стелятся. Вот ты как раз раньше была та, которая в чужом сценарии была второстепенным персонажем. А сейчас как раз ты хочешь быть главным героем. И это не злость. Ну, злость тоже есть, да, вилять не будем. Но эта злость, я бы назвал ее здоровой. Вот есть же эгоизм здоровый, да, а у тебя злость здоровая. И это такое решение, что больше не хочу быть жертвой. Больше не хочу же быть жертвой обстоятельств, жертвой жизни, жертвой мужиков. Вот взять хочешь и перестроить все под себя. Вот я не знаю, ты у меня даже кипишь в голове. То есть ты просто задолбалась. Задолбалась быть второстепенным персонажем. И свет сейчас для тебя выглядит слабостью. Доброта кажется глупостью для тебя. Открытость похожа на уязвимость, которую все используют. Ну, в каком-то смысле ты права, потому что твой опыт это подтвердил. Поэтому тень, поэтому ведьма.
Поэтому сила через контроль, через границы — и это твой сейчасшний. Слово сейчасшний есть в кураптоновском языке, сразу говорю. А то вы подумаете, что я с вами на русском разговариваю, да, и будете говорить мне: «А так неправильно». Нет, сейчасшний слово есть. Кураптоновский язык, кто хочет, кстати, можете изучать, это тот язык, на котором ты разговариваешь, как говоришь, так и правильно, а не как кто-то написал. Вот видите, я поэтому на бумажке пишу вопросы, потому что я ухожу в дебри. Вот, это твой запрос сейчас. Что тебе даст, если ты именно по этому пути пойдешь, да? По пути тени и контроля. Ну, во-первых, получишь дофига работы. То есть это путь вообще не для ленивых. Ты взвалишь на себя столько, что будешь думать такая: а нахрена мне это надо было? И ответственность за каждое решение, и за каждый выбор, и за каждое последствие. Когда ты решаешь все контролировать, ты вот автоматически берешь на себя все. Никто больше не виноват, никакие обстоятельства, ничего, только ты. И это тяжело. Я имею в виду физически тяжело. Да морально тоже тяжело, если серьезно. То есть энергетически это выматывает, понимаешь? Но потом начинается интересно. Все это будет лететь быстро. То есть, объясню по-другому. Вот смотри, результаты, которые ты годами ждала, например, да, они начнут приходить за месяцы. Дела твои, которые вот буксовали, да, не заморозились, а застряли, они сдвинутся с вот этой мертвой точки. А люди, которые мешали, ну, сами отвалятся. Ситуации, безвыходные ситуации, это больше будет не про тебя. То есть решение найдется всему. И ты запустишь такую движуху в своей жизни, что просто иногда будешь не успевать за ней. То есть одно будет догонять другое, то есть закончила одно, а там уже следующее ждет, да? Разобралась с этим, а вон там новое прилетело. И это путь, где ты не отдыхаешь, сразу говорю. Ты в постоянном процессе, вот в этом. Каждый день что-то происходит. И сразу говорю, это не будет, как сказать, легко и на пушинке. Нет, ты уставать будешь. Будешь иногда думать, что я не вывезу. Будешь засыпать измотанное, просыпаться, что бежать уже надо. Что даст этот путь? Уважение даст. В первую очередь к себе. Ты вот посмотришь на себя через год и просто не узнаешь. Потому что ты человека увидишь, который реально справился с этой, вот в этой всей хренью. Который тащил, когда было невозможно, и который не слился, не сдался, не отступил. И люди вокруг тебя это тоже увидят. Те, кто не верил в тебя, они ротики свои засунут себе глубоко и надолго. Язычки, я имею в виду. Те, кто смеялся над тобой, перестанут. У них тоже язычки в ту степь направятся. Те, кто думал, что ты не потянешь, они уже начнут советов спрашивать. Цена высокая, нагрузка серьезная, но и результат настоящий. Не вот этот эфемерный, теоретический, не вот это когда-нибудь, а прям вот осязаемый. То есть деньги, статус, влияние, независимость. Вот все то, ради чего ты упахивалась годами, ты получишь в сжатые сроки. Но я еще раз повторяюсь, это не сказочка. Легко вообще не будет. Карты тебя вот... Блин, чуть матом не сказал. Они тебя этого самого сделают, понимаешь? Они тебя откомпотят. Понимаешь? Вот это все. Это не про баланс и гармонию. Это вот про пахоту. Про пахоту и результат. Про сжатые зубы, про слезы по ночам. Но это движение вперед, несмотря ни на что. Как начать по этому пути идти, да, и не сломаться? Медленно попытаться, потому что у тебя все понесется, но ты же рванешь на эмоциях.
и через месяца 2-3 ты сляжешь. А надо вот по-другому. Маленькими шажочками, каждый день по чуть-чуть, без рывков, без вот этих подвигов, потихонечку. Потому что ты вот хочешь все и сразу, я тебя прекрасно понимаю. Потому что там столько накопилось, что хочется вот хлобысь и все разгорела. Но так не получится. Сломаешься, выгоришь, назад откатишься. Поэтому знаешь, как делай? Вот каждый день одно дело, которое ведет тебя на контролю над своей жизнью, да, одно. Не 10, не 20, даже не 2, а одно. Например, там позвонить, написать, решить, купить там и так далее. Что-то одно конкретное. На следующий день еще одно. И еще, что важно, сердце не закрывай полностью, а то потом, знаешь, это все хорошо. Ну, звучит, да, хорошо, но ты вымотаешься. И проблема сердце можешь закрыть. А потом мы с тобой начнем, давай мы с тобой императрицу проработаем опять. Вот ты сейчас хочешь как раз императрицу отодвинуть. Хочешь стать ледяной. Ну, понятно почему, да, больно было. Но если ты совсем закроешься, ты потеряешь доступ к своей силе настоящей. Ведьма без сердца — это просто злая тетка, он, которая у тебя соседка, да, которая стучит вот. А ведьма с сердцем — это сила, с которой не поспоришь, потому что она знает, за что воюет, за кого там защищает, ради чего терпит вот эту вот десятку жезлов. Да и по-другому скажу, ради чего эту нагрузку терпит, понимаешь? Твое сердце, оно же не слабость, оно топливо. Это любовь к себе, вот к тем, кто реально твой, к жизни, которую ты строишь. Без этого топлива ты будешь просто тяжести на сухую тащить и быстро кончишься. Но мы же с тобой взрослые люди, да? На сухую нельзя. Поэтому пока вот идешь по пути вот этого контроля силы, про радости мелкие не забывай. Например, там мороженку, ванна горячая вечером, да, возможно, с этой, как ее, солью морской. Сериальчик любимый, но не турецкий. Понимаешь, это не слабость, это подзарядка как раз. Ты строишь новую себя, сильную, несгибаемую, всем люлей готовый дать. Но стройка идет как? Кирпичка за кирпичком, сразу стена никак не будет. Не надо вот пытаться за ночь замок построить, да, потому что он развалится просто. И твой путь, он начинается с первого маленького шага, который вот ты сделаешь завтра утром. Не с плана на год, а вот не с глобальной там какой-то стратегии, сейчас всем я в рот победю, не надо такого. С одного действия, которое покажет, что ты серьезно. Понимаешь?